6 лет лишения свободы грозит жительнице Жодина Анастасии Горелович за сорванную маску сотрудника милиции. Инцидент произошел еще в сентябре прошлого года. Тогда широкий резонанс получило видео, на котором силовик наотмашь бьет по лицу женщину. Удар был такой силы, что пострадавшая упала на землю. Анастасия своими глазами увидела происходящее, подошла к агрессору и сорвала с него защитную маску. Женщина объяснила свои действия сильным эмоциональным потрясением. Она отметила, что всего лишь хотела увидеть, что за человек способен творить настолько дикие поступки. С момента инцидента прошло уже более полугода, но нападавшего так и не привлекли к ответственности. Зато в апреле так называемые правоохранительные органы решили завести на Анастасию уголовное дело о насилии над сотрудником милиции. За ней пришли буквально на следующий день после того, как стало известно, что МВД разыскивает человека, который сорвал маску силовика. Женщину, которая одна воспитывает 10-летнего сына, поместили в ВВС, но спустя несколько дней выпустили под поручительство до суда. По словам Анастасии, она никогда не пойдет на то, чтобы подставить своих поручителей, которые получат огромные штрафы и будут серьезно наказаны, если она уедет из страны. Подозреваемая в очередном абсурдном правонарушении уверяет, что надеется на лучшее и до суда будет стараться жить обычной жизнью. Белорусский суд самый справедливый и гуманный на свете, и обиженного милиционера защитит, и честь МВД тоже. Чего не скажешь о простых гражданах, тут надеяться на защиту суда не приходится. Так случилось с минчанином Дмитрием Чехута, который в одном из телеграм-каналов под фото сотрудника внутренних дел просто написал комментарий позывной «Дрыщ». За такое страшное преступление известная штамповщица политических приговоров Виктория Шабуня осудила мужчину на 2 года домашней химии. Пострадавшим оказался Владислав Шукайло. Внешне действительно выглядит достаточно худощавым молодым человеком, поэтому осужденный скорее констатировал факт, нежели кого-то оскорблял. Интересно другое: ни судья, ни прокурор Артем Цветков, который также засадил за решетку немало политзаключенных, не обратили внимания на то, что на скамье подсудимых должен был оказаться как раз-таки не Чехута, а сам Шукайло, который участвовал во множестве разгонов мирных граждан, в том числе с применением насилия и спецсредств, когда необходимости в этом не было. Видимо, комплекция не позволяла поступить иначе. Мало того, осужденный все же попросил прощения у милиционера, но это никак его не оправдало. Обвинитель заявил, что фраза оскорбила честь и достоинство как конкретного потерпевшего, так и сотрудников внутренних дел в целом. Поэтому, кроме 2 лет домашней химии, Дмитрий Чехута обязан также выплатить 1000 рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшего. Что ж, остается надеяться, что этого Шукайла хватит на оплату психолога, чтобы залечить раны обиженного и оскорбленного. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники сократил набор на самые популярные IT-специальности. Наиболее пострадавшим оказался факультет компьютерных систем и сетей, основной факультет по подготовке будущих разработчиков. В прошлом году на него поступило более 600 человек. В этом году вуз решил урезать как бюджетные места, так и места для платников. По плану факультет примет на 24% меньше студентов. Преподаватели университета объяснили это тем, что студентов слишком много, и 2 потока вуз потянуть просто не может. Всего количество мест в университете сократили почти на 400. Больше всего упал плановый набор на дневную сокращенную форму обучения. Кроме того, вуз отменил вечернюю сокращенную форму. Видимо, таким образом нелегитимная власть решила заставить молодежь закрывать дыры в сельскохозяйственных университетах, где вот уже много лет наблюдается недобор студентов. Цель режима – воспитывать будущих аграриев, а не айтишников, которые, как показал нам 2020 год, очень умело могут вывести на явь всю фальшь Лукашенко. Хотя белорусы скорее уедут учиться за границу, чем будут работать в колхозе за $200 в месяц. У работников белорусских предприятий есть 2 беды – увольнение и безденежье. И появились они благодаря неадекватным действиям слуг нелегитимного режима, которые вместо того, чтобы выполнять требования трудящихся, лишь нагнетают обстановку, чем вынуждают цивилизованный мир вводить все новые и новые санкции. Очередной жертвой экономического коллапса стал Минский подшипниковый завод. В этом месяце рабочим предприятиям нечем платить зарплату. Заводчане сообщают, что выплаты они должны были получить еще 20 числа, но узнали в бухгалтерии, что на этой неделе денег не увидят. Да и вообще неизвестно, когда это произойдет, ведь заказов у завода нет, зато над ним висят санкции. Стоит отметить, что МПЗ входит в 10 крупнейших заводов страны и позиционирует себя как современное, высокотехнологичное, экспортоориентированное машиностроительное предприятие. Вот только, по словам сотрудников, это чудо лукономики уже долгое время держится исключительно на пенсионерах. На старые станки наладчиков найти невозможно, а те, что есть, могут на неделю уходить в запои без риска быть уволенными, ведь ведь они знают, что заменить их будет неким. Более того, в оазисе высоких технологий рабочим приходится метаться по цехам со всем оборудованием,
требованиям, чтобы освободить место под аренду участникам, которых так ненавидит самодержец. Отметим, что в 2020 году существование МПЗ было поставлено под вопрос из-за колоссальных убытков – более 54 миллионов рублей. А после августовских событий работники предприятия присоединились к общенациональной стачке. В июле в Беларуси начнут действовать новые правила по валютному регулированию и контролю. По ним режим сможет вводить валютные ограничения при угрозе экономической безопасности страны. Причиной для введения таких мер может стать падение рубля или снижение золотовалютных резервов ниже допустимого уровня. На практике это означает, что по требованию нелегитимной власти валюта может просто исчезнуть из обменников. Помимо этого, для проведения таких операций может потребоваться спецразрешение от Нацбанка, а также могут быть введены ограничения по открытию и ведению белорусами счетов в иностранных банках. По факту мы видим, как режим в очередной раз демонстрирует мастер-класс по спасению утопающего зайчика. Увы, как показывает история, ни к чему хорошему, кроме возрождения черного рынка валюты, такие телодвижения не приведут. Белорусский фонд медицинской солидарности запускает проект по поддержке семьи врача РНПЦ неврологии и нейрохирургии Руслана Бадамшина, которого уволили за якобы прогул. 8 апреля медик вышел после 15 суток из Жодинского СИЗО, в связи с чем на 2 часа опоздал на работу, что послужило причиной для увольнения. Это не первый раз, когда Бадамшина привлекали к административной ответственности. Начиная с августа 2020 года его задерживали уже 5 раз. Под арестом он провел в сумме 63 дня. Последний раз его задержали 24 марта, когда он вышел из дома на работу и дали 15 суток за хулиганство. Якобы он матерился и размахивал руками в подъезде. У Руслана есть семья, жена, тоже врач, и 2 маленькие дочки. Давайте поддержим медика, который не остался в стороне от происходящего беспредела в стране. Реквизиты для помощи мы оставим в описании к этому видео. И это все на сегодня. Берегите себя и живи Беларусь!